Как вызовы в водной сфере превратить в возможности для индустриализации? Евразийский банк развития и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию подготовили новый совместный доклад «Производство ирригационного оборудования Центральной Азии. Индустриализация водного сектора». Выбор темы не случайен. Рекомендации по организации собственного производства ирригационного оборудования была одним из ключевых в серии предыдущих докладов по водной сфере региона. В докладе подчеркивается растущая необходимость в устойчивом управлении водными ресурсами и локализации производства ирригационного оборудования. Сегодня в регионе уже реализуются масштабные инициативы по решению возникающих вызовов в водном секторе, и внедрение водосберегающих технологий является одним из ключевых компонентов. Основной спрос на ирригационное оборудование формирует Казахстан и Узбекистан. Здесь сконцентрировано до 65% всех орошаемых земель региона. Ежегодный рынок ирригационного оборудования Центральной Азии уже сегодня оценивается в $200 миллионов. При этом большая часть оборудования импортируется, что в свою очередь создает обширный потенциал для развития собственного производства. Центральная Азия нуждается не только в устойчивом, но и в быстром экономическом росте, поскольку это является основой благосостояния ее населения. Ключевым фактором для достижения этой цели выступает развитие индустриализации, особенно через производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Для этого важно выделить и развивать стабильные ниши, в которых регион может получить конкурентное преимущество. Одной из таких перспективных ниш может стать рынок ирригационного оборудования. В долгосрочной перспективе спрос на ирригационное оборудование и водосберегающие технологии будет только расти. В докладе был сделан анализ государственных программ и инициатив по модернизации и расширению орошаемых площадей Центральной Азии. Прогнозно к 2040 году орошаемые площади с использованием ирригационных систем должны составить 10,6 миллиона гектар. Это, в свою очередь, создаст значительный спрос на новое оборудование. До 2040 года суммарно потребуется порядка 100 тысяч единиц дождевального оборудования. Основным рынком сбыта будет Казахстан, где будет необходимо порядка 70 тысяч единиц. С другой стороны, региону потребуется порядка 180 тысяч единиц новых систем капельного орошения. Учитывая сельскохозяйственные условия, наибольший спрос придется на Узбекистан в объеме 115 тысяч единиц. В результате спрос на ирригационное оборудование уже к 2030 году может вырасти более чем в 2 раза, до $426 миллионов ежегодно. Рынок новых дождевальных машин может составить $114 миллионов, а капельное орошение – 220. Локализация производства ирригационного оборудования в Центральной Азии будет способствовать сохранению этих инвестиций в местной экономике. Развитие сектора ирригационного оборудования требует комплексного подхода, поскольку в регионе мало предприятий, а производство лишь зарождается. Перспективным подходом станет кластерное развитие с упором на локализацию производства на специальных производственных площадках с готовой инфраструктурой, инвестиционными льготами и преференциями. Кроме того, эффективная индустриальная политика должна поддерживать формирование полноценного кластера на основе создающейся критической массы промышленных мощностей по ирригационным технологиям. Развитие ирригационных технологий – это не просто про воду, это про продовольственную безопасность, про рабочие места и про новые инвестиции в производство. Сектор может стать важным инструментом экономического роста через повышение промышленного потенциала региона. В конечном итоге индустриализация водного сектора позволит не только снизить водные потери и повысить эффективность сельского хозяйства, но и увеличить конкурентоспособность региона на глобальном рынке добавленной стоимости.